Здравствуйте, мои дорогие. Что вам необходимо знать вот сейчас? Что необходимо знать сейчас? Что необходимо знать сейчас? Так, здесь о каком-то разговоре относительно очень большой, крупной суммы денег, относительно какой-то либо суммы денег, да, либо тут деловая какая-то беседа прям идет по поводу средств. Закончится это в вашу пользу. В принципе, тут хороший знак о том, что вы подойдете с каким-то таким вот подход у вас будет очень правильный, ну, либо просто судьба так бы благоволит, что в любом случае разрешается вопрос в вашу сторону, очень серьезный какой-то разговор касательно, возможно, либо какой-то большой суммы денег, либо что-то касательно больших ресурсов. Давайте посмотрим, что здесь могло быть. Да, здесь ситуация, которая заходит как будто бы дальше разговора. Здесь что-то такое даже кармическое есть. Тут как будто бы вам намек, что эта ситуация не просто так произошла, что вы в данный момент как-то можете даже узнать у высших сил, вот интуитивно, почему именно так, почему эта ситуация с вами произошла. Кто-то мог быть какой-то шаг неправильный ваш, да, который привел к этой ситуации, когда включилось вот что-то такое, да, кармическое, как ответ на это, на ваш шаг. Вот. Но в любом случае результат разговора хороший результат. Что еще? Давайте еще. Что еще нужно знать? Что еще необходимо знать? Давайте смотреть. Так, что-то о любви говорят вам. Еще. Ух ты, здесь пара прям такая интересная, судьбоносная, кармическая пара. Вы идете своей дорогой любви, будто бы, знаете, вы ходите, ну, я говорю о жизненном пути. Это может быть и действительно дорога, да, то есть вы идете по дороге, встречаете человека, а он оказывается вашей судьбой. Вам нужно знать, что вы сейчас вот на этом пути, на дороге, то есть с минуты на минуту, со дня на день, с недели на неделю, либо максимум с месяца на месяц у вас произойдет контакт, да, с вашим судьбоносным мужчиной. Ух ты, две карты просто вместе выскочили. Хлопоты и встреча. Какая-то встреча. Со встречей проблемы, девочки. Со встречей... Смотрите, я говорю о контакте, да, то есть оно все равно присутствует как дорога, какая-то путь, любовный путь, да, поэтому я и не говорила здесь о встрече, но тут же вам как ответ на то, встречу ли я его или нет, вам говорят, что как сигнификация ваших, вот этого человека судьбоносного, это то, что проблема встретится, но вы вдвоем хотите этой встречи. Давайте еще смотреть дальше. Я по 3 карты выкладываю, а остальные идут как объясняющие, поэтому я буду смотреть вот такими этапами, ситуациями. Итак, третья ситуация. Что необходимо знать вам? Что необходимо знать вам? Так, что необходимо знать? Здесь может возникнуть какая-то ситуация, в которой ввязан, да, присутствует мужчина, денежный вопрос решающий, человек, который крепко стоит на ногах, либо заведует каким-то учреждением. Что здесь? Давайте посмотрим. Да, здесь могут присутствовать какие-то хлопоты денежного плана, бумаг, разбирательств каких-то. Вот эти хлопоты привносит некая женщина. Она прям вот несет эти хлопоты с собой. Но я тут смотрю, что
Тут какой-то такой момент интересный идет, когда вы присутствуете в этом здании, да, либо решаете вопросы с казенным домом, вы решаете с человеком, с мужчиной, но не напрямую, а как-то через посредника. Этот посредник у нас какая-то дама. Так. Да, она прям несет такое, но я вот вижу, что выпала вот и сразу почему-то, да, ушла куда-то сюда, когда я начала объяснять, что вас как-то отбрасывают выбрасывают из пространства, где происходит вся эта ситуация, как на задворке, как удар вам наносит. Но вы как-то с пониманием относитесь к этому всему. Так принимаете, что ли? Давайте еще объясним эту ситуацию. Прям какой-то сложный такой момент. Но смотрите, у вас решается этот вопрос. Вам вот в ближайшее время судьба просто подсказку дает такую, что, девочка, спокойно, все хорошо, как бы там ни складывалась в твоей жизни ситуация, сейчас ты выходишь на какую-то финишную прямую, к счастью, которая, в принципе, она присутствует в тебе. Очень хорошо решается. Ты выходишь не только на какую-то финишную прямую, ты даже получаешь какую-то часть, как прибыль какую-то, да, вот на дорогу, денежную дорогу, да, выходишь ты. То есть тут и решается вопрос твой. Ты как будто бы находишь путь к мужчине, который решает эти вопросы. Но я не вижу, что здесь любовный какой-то, да, интерес. Нет. Это человек, который находится в здании, может быть, суда, в здании школы, в здании больницы, любого какого-то государственного здания, да, либо структуры. То есть тут не только здание как таковое физическое, но и структура, да, некая государственная может проигрываться. Какой бы там удар вам не пытались нанести враги, каких бы хлопот вам не пытались принести, вы все-таки находите точку такую, да, отсчета, точку опоры, да, которая вам дает возможность оттолкнуть и оттолкнуть вот эту ситуацию в свою сторону, повернуть, да. Вы выходите на тот путь, где находите правильное решение. То есть вы, как входя в контакт с этим человеком, находите к нему какую-то коммуникацию, вы настраиваете с ним. Ну что ж, хорошо. Так, это мы объяснили. Давайте еще, что необходимо. Ух ты, кто тут у нас выскакивал. Хорошо. Здесь что-то касательно деток может быть. Но мы сейчас проверим. Тут такой намек был. Так, что необходимо знать? Что необходимо знать еще? Ух ты. Что необходимо знать еще? Встреча все-таки будет. Есть, так, смотрите, вот эта ситуация, я вам ее рассказываю. Есть мужчина, который вам нравится. У него сейчас, вот вам необходимо знать, какая ситуация, да, сложилась и почему он, возможно, не контактирует с вами, не выходит на связь, либо как-то странно реагирует на все. Есть дама, у которой денежный интерес к этому человеку. Она закрыла вот буквально какой-то негативной энергетикой этого мужчину от вас. У нее реально денежный интерес очень сильный. Для вас это непонятно, это какая-то закрытая ситуация. Для вас это, грубо говоря, какой-то удар, да, потому что вы не понимаете, что происходит, почему мужчина себя так ведет. Есть мадам, которая сейчас на него имеет виды, но я вижу, что ценность для него составляете вы. Это вас показали, у вас будет любовная встреча. Угу.
Это даже какая-то кармическая такая дорога, нелегкая, хлопотная, с какими-то препятствиями. Очень тяжелый, очень, да, тяжелый путь вот буквально идет. Ваш. Это ваша доля, да, ваша кармическая ситуация с вашим мужчиной показана. Но, видите, все-таки он понимает, что вы его ценности, вы его, то, над чем нужно вот работать. Угу. У вас такой будет очень серьезный разговор на эту тему с вашим мужчиной. Будет разговор относительно, может быть, поездки вас к нему, его к вам, либо какого-то перемещения, либо вместе, да, совместной какой-то поездки, может быть. Решаться будут вопросы в этой поездке, об этой поездке, например, какие-то моменты там купли билетов, либо документы, оформления, вот эти моменты могут быть. Ну, видите как. Есть все-таки то, что омрачает, хоть ты тресни. Да, дорога будет нелегкой, все, вот вам и говорят. Хлопот куча, денежных тоже, бумажных каких-то моментов не избежать. И как итог, я бы хотела все-таки посмотреть, как итог. Вам предупреждение идет, как итог. Опять выходит на дне колоды второй раз, вот десяточка пиковая, невероятная тяжесть какая-то, боль. Здесь какая-то повторная ситуация, и это нужно заканчивать. Мужчина ведет себя просто странно как-то. Очень странно. Как будто бы закрывается. Смотрите, вот все идет к тому, что он как-то усиливает вот этот кармический узел между вами. А вы тоже помогаете ему, потому что вы постоянно думаете о нем. А он, видите, как виляет хвостом. Превращает все в какую-то тяжесть, в какую-то проблему. Это может быть на уровне, допустим, то пишу, то не пишу. Вот, и должна быть встреча и так далее. Но в итоге нам уже показали, что встреча будет. Встреча будет. Да, все-таки вот эти хлопоты, они как-то закончатся, и должна быть все-таки ситуация, вышедшая на уровень легкости какой-то. Вот такая здесь ситуация. Ну что ж, вот на этом все. Благодарна вам за то, что вы были со мной. Спасибо за лайки, за комментарии. Благодарю за то, что вы помогаете финансово моей работе. Пускай вам, дорогие мои, все, что вы вкладываете в развитие моей работы, моих каналов, все в описании к видео, все ссылочки, кстати, есть на все каналы. Пускай вам, дорогие мои, Вселенная воздаст в разы больше. А так и будет. Всего доброго. Пока-пока.